Путин поставил новый исторический рекорд. Достижение хозяина Кремля слабо укладывается в сознании, но точно войдет в учебники. После спецоперации в Венесуэле Трамп отдал приказ военным. Пентагон готовит план нового вторжения. Где находится следующая цель? СМИ узнали детали. И военные аналитики, и украинские военные признают, российские оккупанты продвинулись на одном из направлений. Но есть нюанс. Неожиданное откровение. Американский генерал назвал Зеленского «сукиным сыном». Своими оценками он поделился с Трампом, а потом и с журналистами. В американской прессе обсуждают новую возможную цель агрессии Путина. Это одна из стран бывшего СССР, и выглядит она почти беззащитной. Об этих и других событиях к вечеру воскресенья 11 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Путин побил новый рекорд. Его так называемая специальная военная операция по срокам сравнялась по продолжительности с так называемой Великой Отечественной войной. Киев за 3 дня превратился в 1418 дней полномасштабной войны. Понятно, что термин «Великая Отечественная» нужен был Сталину, чтобы потомки забыли, что в первые годы Второй мировой СССР был союзником Гитлера и таким же агрессором, нападавшим на соседей. Но формально русские, украинцы, белорусы, казахи и представители многих других народов Советской империи были союзниками цивилизованного мира против вселенского зла. Наши деды, веря в то, что сражаются на стороне света, за неполных 4 года дошли до Берлина. Вояки Путина за этот же срок смогли захватить лишь несколько процентов территории свободолюбивой Украины. Единственное, что роднит Путина со Сталиным, это маниакальное пренебрежение к человеческой жизни. Хотя переплюнуть Иосифа по числу потерь у Владимира так и не получилось. Как думаете, сколько еще Путин сможет воевать? Протесты в Иране не утихают. Президент США сделал новое заявление по этому поводу в своей соцсети True Social. Иран стремится к свободе, как никогда раньше. США готовы помочь. К Трампу присоединился и самый известный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он обратился к иранскому народу в сети X. Ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Иран никогда не станет великим, пока у власти находится аятолла и его приспешники. Всем, кто приносит жертвы в Иране, да благословит их Бог. Помощь уже в пути. За этими словами может последовать сила. Как написал The Wall Street Journal, в Белом доме уже обсуждали варианты удара по Ирану. Среди сценариев массированный воздушный удар по военным объектам. Хотя источники издания утверждают, что ни окончательного решения, ни подготовки к удару еще нет. Представители исламского режима отвечают агрессивно. Спикер парламента Ирана пригрозил Вашингтону ответными ударами. У меня также есть совет для заблуждающегося президента Соединенных Штатов. Будьте осторожны. Если США начнут военную атаку для нас, законными целями станут как оккупированные территории, так и американские военные объекты и центры судоходства. Под оккупированными территориями политик имеет в виду Израиль. Заявление было сделано во время экстренного заседания парламента и вызвало бурную реакцию у депутатов. А пока американское давление сработало в другом месте. В Карибском море как минимум 7 танкеров за сутки резко сменили курс, опасаясь перехвата силами США. Об этом заявил спикер Пентагона Шон Парнелл в соцсети X. Вашингтон прямо предупреждает, все суда теневого флота, перевозящие венесуэльскую нефть в обход санкций, будут перехватываться. Экипажи это понимают и предпочитают разворачиваться, а не сталкиваться с американскими военными. Парнелл написал жестко: да когда преступность бесчинствовала в нашем полушарии, закончились. Только за последние дни США уже перехватили 3 танкера, все они связаны с российским теневым флотом.
После удачной спецоперации в Венесуэле Дональд Трамп приказал спецподразделениям разработать новый план еще одного вторжения. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Это новая цель президента США – Гренландия. Идею активно продвигают ястребы из окружения Трампа во главе со Стивеном Миллером, воодушевленные успехом операции против Николаса Мадуро. Логика простая – действовать быстро, пока Россия и Китай не опередили. Но внутри США жесткое сопротивление. Генералы называют план незаконным и сумасшедшим. Объединенный комитет начальников штабов против. Конгресс тоже. По данным источников, военные пытаются переключить внимание Трампа на другие варианты. Например, перехват судов теневого флота или удар по Ирану. Один из собеседников описал ситуацию жестко. Это как иметь дело с 5-летним ребенком. Для Европы сценарий выглядит катастрофой. Силовое давление на Гренландию может привести к внутреннему краху НАТО. Некоторые европейские чиновники подозревают, что это и есть скрытая цель представителей движения МАГА. Если США не могут выйти из альянса формально, его можно развалить изнутри. Окно для таких действий, по оценке дипломатов, закрывается уже летом, как раз перед промежуточными выборами в США. И это делает ситуацию особенно тревожной. Одна из самых мощных атак за всю войну. В российском Воронеже ночью более 2 часов гремели взрывы. Город атаковали украинские беспилотники. Российское ПВО работало без перерыва. В небе вспышки, дым и гул дронов. По данным очевидцев, прогремело не менее 30 взрывов. Губернатор Александр Гусев подтвердил, несколько дронов сбиты, ранены 2 человека, повреждены дома, в одной из квартир вспыхнул пожар. Российский военкор Юрий Котенок называет удар одним из самых мощных с начала полномасштабной войны. По его словам, для отражения атаки могли поднимать даже вертолеты. Российские войска смогли продвинуться в районе Грабовского в Сумской области. Это следует из нового отчета Института изучения войны. Продвижение под Грабовским подтвердил и представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, населенный пункт под контролем оккупантов, но украинские силы постоянно наносят удары, чтобы не дать им идти дальше и сократить их численность. И вот ключевая деталь. По словам одного из российских военкоров, теперь подразделения захватчиков сидят без еды и воды. Картина знакомая. Формальное продвижение есть, а снабжения нет. Пока удары по Ирану в Вашингтоне только обсуждаются, новая мощная атака на позиции ИГИЛ на территории Сирии стала фактом. По данным Политика, атаковано более 35 целей. Центральное командование Вооруженных сил США подтверждает, вместе с партнерами применили свыше 90 высокоточных боеприпасов. В операции были задействованы более 20 самолетов и дронов. К ударам подключились и иорданские F-16. Задача – максимально жестко ударить по инфраструктуре ИГИЛ и не дать группировке восстановиться. Контекст показательный. Накануне появились сообщения, что администрация Дональда Трампа обсуждает создание в Сирии новой экономической зоны и даже горнолыжного курорта. Ну а какой бизнес, пока в окрестностях полно боевиков исламского государства? Тот еще сукин сын. Так представитель команды Трампа назвал Владимира Зеленского. Бывший спецпосланник президента США генерал Кит Келлог неожиданно откровенно высказался о лидере Украины в интервью ITV News. Зеленский крепкий орешек. Я имею в виду, он крутой сукин сын. Я помню, как однажды сказал президенту Трампу: «Сэр, он очень похож на вас. Он упрямый, имеет собственное мнение, не боится его высказывать и знает, как работать с медиа». Бывший переговорщик признался, что его заявление о лидерских качествах Зеленского вызвало критику в его адрес. Я тогда сказал, и за это меня критиковали, что он лидер в бою и мужественный руководитель. Я говорил, что мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна. Именно это я и имел в виду. Высказался генерал и о ключевой преграде на пути к мирному соглашению. Ей, по мнению Келлога, является Владимир Путин.
Центр специальных операций «Альфа». Только эта структура Службы безопасности Украины уничтожила российской военной техники более чем на $5,5 миллиардов. Бойцы «Альфы» поразили каждый 6-й танк захватчиков. Ударом по складам в городе Торопец они уничтожили половину всех запасов 120-миллиметровых мин армии РФ. А во время исторической спецоперации «Паутина» именно операторы ЦСО управляли FPV-дронами, которые вывели из строя 41 самолет стратегической авиации РФ. Ущерб оценивается еще в $7 миллиардов. «Альфа» работала везде, от обороны Киева до Харьковской операции, от освобождения Херсона и Змеиного до боев за Северодонецк, Бахмут и Авдеевку. И даже на территории России, в Курской области. Тем временем другое авторитетное американское издание задается вопросом, какая страна может стать новой целью Кремля. The National Interest пишет прямо: новым объектом для агрессии может стать Казахстан. Аргументы знакомые, те же, что Россия использовала против Украины: защита русскоязычных, сомнения в государственности, разговоры об исторических территориях. Эксперты объясняют логику Владимира Путина просто: автократии нельзя выглядеть слабой. Национализм стал для Кремля заменой идеологии, а внешние войны – способом поддержать иллюзию величия. Украина должна была стать главным трофеем, но война затянулась, и России с милитаризированной экономикой и армией, которую страшно отпустить по домам, нужны новые победы. Казахстан выглядит уязвимо. Почти 18% населения – этнические русские. Страна богата нефтью, газом и ураном. Граница длинная и равнинная. Правда, есть и большой сдерживающий фактор – Китай. Любое давление на Астану – это риск прямого столкновения с интересами Пекина. Но авантюризм Владимира Путина списывать со счетов не стоит. В Миннеаполисе десятки тысяч человек вышли на марш после гибели 37-летней Рене Гуд, застреленной сотрудником иммиграционной службы США. Люди прошли к улице, где женщину убили прямо в машине. Толпа скандировала ее имя и лозунг «Нет справедливости, нет мира». «Айс, вон с наших улиц». Власти Миннесоты называют стрельбу неоправданной и ссылаются на видео очевидца. Автомобиль отъезжал от агента в момент выстрела. В то же время Министерство внутренней безопасности США утверждает, сотрудник Айс действовал в порядке самообороны. Мы должны встать на защиту наших соседей, мы должны встать на защиту нашего города. Это неправильно. То, что происходит в этой стране, неправильно, и этому должен быть положен конец. Вся эта иммиграционная политика абсурдна. Мы страна, построенная на иммигрантах. Мы должны найти способ, чтобы они получили законное гражданство, и точка. За несколько дней до стрельбы в район Миннеаполис-Сент-Пол ввели около 2000 федеральных силовиков. Операцию назвали крупнейшей в истории. Для правящих в штате демократов это признак давления и запугивания. Для Белого дома – восстановление порядка. Акция в Миннесоте стала частью более чем 1000 протестов по всем Соединенным Штатам против жесткой кампании депортации, продвигаемой администрацией Дональда Трампа. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о таинственном исчезновении Путина и о том, что к охоте на российские теневые танкеры присоединился союзник Кремля, о гибридной атаке на страну, председательствующую в ЕС, и о странном поведении Трампа на недавнем совещании в Белом доме. Обязательно посмотрите, если не видели, и подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего самого важного. До встречи утром.